Космическое право на сегодня характеризуется рядом актуальных вопросов, которые подлежат регулированию. В части практических вопросов следует понимать, что любая космическая деятельность, будь то коммерческая или государственная, должна соответствовать положениям договора по космосу, то есть основным принципам, которые устанавливаются этим договором. В том случае, если такая деятельность проводится в нарушении соответствующих принципов, государства несут международную политическую ответственность. В этом как раз специфика международного космического права. А другая специфика состоит в том, что государства также несут международную материальную ответственность за ущерб, который причинен космическими объектами. И в этой связи в этом контексте не важно, такой ущерб причинен объектам, находящимся в собственности какого-либо юридического или физического лица, или же государства. То есть государства несут ответственность за всю национальную космическую деятельность, а также за ущерб, причиненный космическими объектами. И ответственность государства является в данном случае определенной мерой гарантии того, что такая деятельность будет безопасной и будет осуществляться в рамках норм, которые предусмотрены для любой космической деятельности. При получении лицензии на космическую деятельность, например, в Соединенных Штатах у нас тоже есть такое требование, предусматривается обязательное страхование ответственности перед третьими лицами. На тот случай, если будет причинен ущерб, чтобы была возможность компенсации соответствующих расходов государства, понесенных им в связи с компенсацией материального ущерба на международном правовом уровне. В целом, космос является международной территорией за пределами национальной юрисдикции, и кроме как на космическом объекте там не действует право, какое-либо национальное право государства. Там действует только международное право. Первые международные документы появились фактически после запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. Тогда же, немного позже, был учрежден в 1959 году Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях. В первых же резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН были подчеркнуты ряд принципов, которые в дальнейшем легли в основу Декларации правовых принципов по исследованию и использованию космического пространства 1963 года, которая не хотелось бы дублировать ее положение, поскольку она легла в основу будущего юридически обязательного договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, вступившего в силу в 1967 году, 10 октября. Прежде чем приступить к перечислению основных принципов, закрепленных этим договором, я бы также хотела подчеркнуть, что в период Холодной войны, конечно же, международное космическое право посредством дипломатических усилий талантливейших ученых с обеих сторон нашего мира получило большое развитие и имеет опережающий характер, сохраняет свое значение и сегодня. Первый принцип, который закреплен договором по космосу. Исследование и использование космоса осуществляется на благо и в интересах всех стран и является достоянием всего человечества. Именно исследование и использование является достоянием всего человечества. Космическое пространство и небесные тела открыты для исследования и использования всеми государствами. И в этой связи часто возникает разночтение, говорят о том, что якобы космос свободен для использования, но это не так. Мы не можем говорить о свободе использования космоса. Любая такая деятельность ограничена по целям, например, мирных целях. К сожалению, проекты по неразмещению никакого оружия в космическом пространстве Российской Федерации, представляемые на конференции по разоружению, не находят должной поддержки среди США и оппонентов. Меня немножко смущают некоторые последние заявления, в том числе вице-президента США, о том, что они накладывают мораторий на испытания противоспутникового оружия. Хотя договор по космосу такие испытания не запрещает, а иные международные договоренности были расторгнуты Россией и США по инициативе США. Сейчас же они говорят о том, что мы против испытаний.